Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем здравия и прекрасного, солнечного, позитивного, созидательного настроения. Сегодня мы рассмотрим в первую очередь агрогороскоп с 31 января по 4 февраля. Сразу хочу отметить, вот смотрите, у нас будет вот такая часть, то есть трое суток. Это время Гекаты. Оно продолжится до утра 3 февраля. Ну, практически здесь и будет частично у нас работать стихия Земли при переходе Луны из знака Козерог в Водолей. Водолей у нас новолуние, это все Геката. И переход Луны из Водолея в знак Рыбы в 14 часов 1 минута уже 2 февраля. Ну вот практически вот эти дни черной Луны, они в принципе дают одну и ту же задачу на эти дни. И давайте рассмотрим эти задачи, которые мы должны учесть при планировании наших дел. В первую очередь, никаких посевов мы не проводим ни 31 января, 1-2 февраля. С рассадой не работаем, не беспокоим. Это время новолуния и Гекаты. Пикировка, естественно, тоже не проводится. Для цветов актуально по-прежнему из-за того, что вы поливаете в гнилые дни. Это самое страшное, вот что приводит к мошке, это гнилые дни, полив гнилые дни. Поэтому смотрите наши агрогороскопы поливов и будете знать, как избежать вот этих гнилых дней. Почему мошки разводятся? Да потому что поливаете в гнилые дни, корни начинают задыхаться, гнить, а кто-то должен эти корни перерабатывать. Вот и заводятся вот эти вредители. Поэтому у нас 3 дня, 31 января, 1 и 2 февраля, это будет время защиты от вредителей и от болезней всех наших комнатных цветов и рассады. Поливы не проводим 31 и 1. А вот смотрите, вот здесь один момент, который отличает нас от этих дней. С 14 часов уже при переходе Луны в знак стихии воды, в рыбы, вот это уже после 14 часов можно поливать. Если вот эти дни поливать, это снова же будет приводить к тому, что корни будут гнить и растения будут постепенно погибать и разводиться различные вредители. Поэтому вот этот момент, пожалуйста, учтите. С 14 часов поливы. Подкормки не проводим ни в коем случае. В саду, вот что можно сделать в саду 31 января и 1 февраля, новолуние, вот обрезку садовых растений проводится. Она очень хорошо пройдет. Здесь и знаки земли, и знак стихии воздуха, а замечательно и раны будут засыхать, и зимнее время на них не будет влиять. Ну, а здесь дальше уже в дни стихии воды, здесь больше будет уже ощущаться, поэтому здесь никаких обрезок уже не проводим, но чуть позже мы об этом поговорим. Идем дальше. Зеленые операции проводим только 31 января и 1 февраля. Здесь уже будут работать энергии, налаживаться энергии воды, стихии воды на энергии стихии воздуха, поэтому зеленые операции не проводим. Рыбалка уже завершилась, убывающая луна позади, поэтому рыболовы, вот они нам рассказывали, друзья, что вот рыбалка вот уже хорошо была в этом году, именно на убывающей луне в январе, очень довольны. Но уже все, на рыбалку не собираются и не ходят. Квашение не проводим в эти дни, настойки тоже не делаем. Это новолуние, это черная луна, нам нужна чистая энергия, растущая, дающая энергию жизни. В эти дни энергии жизни нет. Ну а теперь переступим к важному периоду. Это уже период, вот когда начинается выход Луны из времени Гекаты. Это будет у нас 8:47, завершится этот период 3 февраля. Здесь мы работаем. Смотрите, я отдельно не буду вот эти 2 дня делить. Просто запишите себе, 3 февраля с 9 часов и до конца суток можно будет заниматься и посевами, и пикировкой. А 4 только до 11 часов.
Весь день здесь не будете работать, потому что Луна без курса с 12 часов 43 минут. Но давайте еще раз сделаем такую запись себе. Я отметку себе уже записала, что 3-го с 9 часов можно сеять семена на рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов, капусты, практически всех вершков. Это можно делать. И с 9 часов можно любые виды работ с рассадой делать. И с пикировкой тоже. Пикируем, перевалка, пересадка, посадка. Все это очень хорошо с 9 часов до конца суток. Что касается цветов. Вот здесь можно сеять семена цветов на рассаду в рыбах. И также можно и для цветов, и комнатных цветов актуальна пикировка, перевалка, пересадка растений. Тех же, кстати, растений, которые вы черенковали, они уже укоренились, есть корешочки, пересаживайте. В это время будет замечательный результат. Эффективность будет хорошая. Ну и поливы подкормки. Подкормки, напоминаю, 50% только от того, что инструкция предлагает. Вот это мы проводим 3-го в четверг, 3 февраля. В саду никаких обрезок уже не проводим. Здесь у нас актуально кормление птиц. Оно каждый день актуально. Зеленые операции ни в коем случае не проводим. Стихия воды, несмотря на то, что зима, зеленые операции проводятся в доме или же в теплых странах. Поэтому исключаем вот этот вид работы. Рыбалка отменяется, квашение не проводим, настойки еще не делаем. Настойки в рыбах получаются некачественные. И у нас остается пятница. Видите, мы сегодня 5 дней рассматриваем. И 4 февраля здесь будет переход Луны, уже растущей из знака Рыбы в знак Овен. Но этот переход будет аж в 17 часов 57 минут. Но с 12 часов 43 минут Луна будет без курса. Спящая Луна, в это время лучше ничего не делать. Результаты всегда негативные. Поэтому смотрите, с 0 часов до 11 часов утра мы можем спокойно еще досеять, если не досеяли, семена томатов, перца, баклажанов, капусты, огурцов и остальных вершков. То, что вы запланировали, это можно спокойно сеять. Работаем с рассадой, пикировка, перевалка, пересадка только до 11 часов. Как раз до 12 часов 43 минут растения уже успокоятся и смогут вот этот период Луны без курса спокойно пройти и уже перейти в знак Овен. Далее цветы. Здесь также у нас только до 11 часов 4 февраля можем сеять семена цветов на рассаду, пикировкой, перевалкой, пересадкой заниматься. И обратите внимание, здесь что касается поливов. Так как в знаке стихии огня плохо усваивается, практически не усваивается вода, в это время растение занято созданием после себя, то ли это семена, оставить после себя нужно обязательно своих детей, так называемых, то есть семена или это луковицы. Вот они работают в это время, все растения, над потомством своим. Поэтому нужно вот эти поливы провести до 16 часов, что вы планируете. В рыбах хорошо воду пьют, потому что уже в 17:57 это совсем другие энергии будут. И подкормочки здесь до 11 часов утра, до 11 часов. И пикировка, и подкормки. Вот это все делаете. В саду работаем с птицами, кормим птички. И вот зеленые операции ни в коем случае в это время не проводим, потому что энергии рыб очень сильны в это время еще. Рыбалка. Рыба не ловится, хотя это знак рыбы. Квашение не проводим, настойки тоже качественными не получится. А теперь наша постоянная рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 31 января по 4 февраля. Рассмотрим сразу же понедельник. Это время у нас перехода Луны из знака Козерог в Водолей в 12:43. Время Гекаты. Но здесь очень важно понять, что это перед новолунием, черная Луна. И нужно отнестись к своему здоровью, к своему телу очень внимательно. Ну, в первую очередь, по печке можно топить, водолей, накладывается энергии очень хорошо, стихия воздуха. Вот с тестом в это время вот оно не получается таким, как надо. Вот новолуния нету силы, нет энергии, поэтому я в это время не работаю с тестом.
А вот рукоделие можно еще, потому что здесь еще работают энергии Козерога. Обратите внимание на свои волосы, на ногти. Пожалуйста, в это время, в дни Гекаты, исключайте в любом знаке стрижку волос, стрижку ногтей, покраску волос. Ну и у нас уже начинается в этот период, когда нельзя уже проводить все манипуляции по очистке кожи. Все, завершилось здесь новолуние, поэтому этот день у нас завершающий. Ремонт зато, если у вас есть такое желание и в ваших планах есть такие задачи, ремонт можно делать, проветривать вещи при хорошей погоде, ветерок, солнышко тоже хорошо. И вот что еще нельзя сегодня делать, сегодня, я имею в виду 31 января, это стирка и уборка. Во-первых, это переход из знака в знак, Козерог, Водолей, новолуние, тоже для вашего организма, а также для техники, которая нам помогает, лучше избежать этих всяких нагрузок энергетических. Поэтому и себе дайте отдых, и отдых техники. Поэтому пропускаем стирку и уборку. А вот 1 февраля, во вторник, в дни новолуния, тут практически вообще тоже ничего и не делаем. Единственное, печку можем топить, будет отлично гореть, стихия воздуха. Тесто я стараюсь не делать в это время. Рукоделие не проводим какие-то работы, качество будет плохое. Отдыхайте в это время, тем более Водолей, ветреный как раз. Можно лучше отдохнуть, пойти прогуляться. Стрижку волос исключаем, стрижку ногтей тоже. Не красим волосы. И очистка кожи уже завершен у нас вот этот период этих манипуляций на убывающей луне. Так что здесь мы не проводим. Ремонт не проводим. Это у нас новолуние. А вот если есть необходимость проветривать какие-то вещи, что-то замочилось, что-то имеет запах и хорошая погода, в Водолее это очень хорошо получается. Не делаем в это время никаких уборок и, естественно, не стираем, пропускаем эти дни. Качество, во-первых, качество плохое, а во-вторых, это время новолуния. Среда. Это время 2 февраля, время перехода Луны из знака Водолея в знак Рыбы. Здесь будут задействованы две стихии. Стихия воздуха, стихия воды. Ну, возможен поэтому дым при разжигании печки и камина, даже несмотря на то, что все время топите. Тесто можно в это время же делать, но следите, здесь будут работать и энергии стихии воздуха, и воды, поэтому нужно будет внимательно следить за мукой, за жидкостью, которой вы будете делать тесто, и, естественно, уже тогда приспосабливаться к тем условиям, которые будут требовать мука в данном случае. Рукоделие в это время не приветствуется еще, это время Водолея и Геката, поэтому еще вот эти дела, связанные с творчеством, пока отложите. Стричь волосы, стричь ногти ни в коем случае нельзя, красить волосы тоже нельзя, очистка кожи тоже нельзя. Здесь и Геката, и знак Водолея, и знак Рыбы, все вместе накладывается друг на дружку, очень сложный период, поэтому лучше пропустить эти дни. Ремонт. Что касается ремонта, то тоже не делаем, потому что здесь тоже накладываются энергии стихии воды. И, естественно, проветривать вещи, если будете, даже сухой воздух, казалось бы, солнышко, но здесь уже энергии влажной стихии будут тоже работать и будут набираться вещи влаги. И вот что можно. Вот стирка, смотрите, будьте внимательны, с 14 часов дня в среду. Вот здесь стирка прекрасно уже к вечеру получится. И генеральную уборку можете назначить после 14 часов. В рыбах. Хотя это только начинает растущая луна, но в рыбах замечательно получается уборка и стирка. Идем дальше. Четверг. В четверг это уже чистая энергия знака стихии воды, рыб. Конечно, у нас получается дым, у нас до сих пор в камине в такие дни. И иногда дым возвращается обратно. Вот. Тесто ведет в это время, так что внимательно будьте. А вот рукоделие в рыбах уже вот чистая энергия здесь приветствуется. Покровительствуют рыбы тем, кто хочет творить в этот день. Стрижка волос.
стрижка ногтей, покраска волос, очистка ни в коем случае не проводим. Ну, связано то, что с волосами, с ногтями, и покраска – это стихия рыбы, растущая луна. В рыбах лучше этого ничего делать. Волосы жирные становятся очень быстро, перхоть появляется. При стрижке ногтей наслоение такое, очень некачественная работа получается, и это нехорошо для нашего здоровья, поэтому исключаем это. Ремонт, естественно, не проводим в это время и не работаем в плане того, чтобы проветривать вещи какие-то, выносить на улицу. Даже солнце все равно занесете, будут мокрые. А вот что можно делать, вот парадокс, конечно, можно стирать и проводить генеральную уборку. Очень хорошо получится. Но дело в том, что мы стираем, даже ветерок, солнышко и знак стихии воды все равно утюжком прошлись, и у нас прекрасное чистое белье получится. И следующий день, 4 февраля, уже переход будет вечером в 17:53 минуты, будет переход в знак Овен. А это значит, что весь день снова будет занято стихией воды. Поэтому возможен дым, тесто будет вести, зато можно творчески поработать. Что касается стрижки волос, стрижки ногтей, покраски волос, очистки кожи, а также, видите, все нет. И проветривать вещи, и ремонт делать нельзя. Зато можно прекрасно справиться со стиркой генеральной и генеральной уборкой. Луна для здоровья. Очень внимательно будьте в понедельник, 31 января. Здесь половина дня будет под воздействием стихии Земли, это знак Козерог. А в Козероге, напоминаю, нельзя проводить операции на костях, на коленных суставах, костном мозге, нельзя удалять зубы. До обеда откажитесь от этих различных операций с костями. Велика опасность переломов еще. Обостряется в это время радикулит, желчекаменная болезнь, межпозвонковые грыжи, остеохондроз, артрит и атроз. Ну, а что можно в этот день до обеда делать, до 12 часов? Это операции на легких, на желудке, а также эффективное лечение астмы, заболевания дыхательных путей, диабета, гастрита, гастроэнтерита, болезней желудка, язвы и двенадцатиперстной кишки. Ну, а затем у нас наступает время Водолея. Это очень сложный также период, тем более, что это время и новолуния. А теперь рассмотрим еще 2 дня, которые очень опасны для вообще операций. Ну, здесь даже получается у нас неполный понедельник, 31 января, после 12 часов дня. Также в само новолуние в знаке Водолей 1 февраля. И до 14 часов это тоже энергии Водолея, это среда, это тоже время новолуния и Гекаты. Пожалуйста, в Водолее 31 после обеда, 1 и 2 никаких операций нельзя проводить на любых органах. Все органы все равно связаны с кровеносной системой. А в Водолее нельзя проводить операции на венах и на всей кровеносной системе. Тем более в это время обостряются такие болезни, как варикоз, тромбофлебит, геморрой, нервные болезни. Поэтому выбирайте в это время только нетрадиционные методы лечения. А теперь дополним еще информацию по различным органам в знаке Водолей. В эти дни также уязвимы ноги, а именно лодыжки, голеностопные суставы, икры, мышечная система, нервная система. О органах кровообращения, сердечно-сосудистой системе мы только что уже говорили. Внимание! Будьте очень внимательны. В это время могут быть судороги икроножных мышц, боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени, а также тромбофлебиты. Откажитесь в это время от сладостей, от продуктов из крахмала,
газированные воды, консервированные напитки от шоколада, картофеля и грибов. Зато можно использовать для питания, для приготовления еды мясо, шашлык, колбасу, консервы, любую рыбу, рыбопродукты. Варите каши гречневую, пшеничную, овсяную. Хороши в это время проростки, а также хлеб с отрубями. Ну и, естественно, очень хорошо для этого времени для нашего тела свежие овощи и фрукты без термической обработки. А также пейте какао, ешьте орехи, мед, сухофрукты, молочно-кислые продукты, фасоль, сою. Чай из ромашки прекрасно в это время идет и чай каркаде. А теперь прошу обратить внимание на период уже после обеда 2 февраля, а также все 24 часа 3 февраля, ну и практически почти все сутки, это 4 февраля. Здесь будут работать энергии рыб. А в рыбах нельзя проводить любые операции. Откажитесь, перенесите, потому что в это время уязвимы кровеносная и лимфатическая системы. Поэтому любые хирургические операции подвержены усиленному кровотечению, и сложно будет его остановить. Откажитесь в это время от операций. Только самые такие аварии, там что-то такое экстренное, только вот такое. А если плановые, перенесите на другое время. Это, кстати, в рыбах самое неудачное время для постановки диагнозов, для трактовки сканирований, которые вы сделали, и для трактовки анализов. Обязательно появляются ошибки и искажения через время. Понимаете, что это было, вернее, специалисты, что это было неправильно. И в это время есть угроза отравления лекарствами и алкоголем. Будьте внимательны. Также в дни нахождения Луны в рыбах уязвимы ступни ног, эпителиальная ткань и система обращения жидкостей. Поэтому нельзя использовать в это время черный чай, крепкий особенно чай, да и зеленый крепкий не делайте, кофе нельзя, алкоголь, лекарства, консервы, острые, мясные, мучные, сладкие блюда. Это все очень тяжело для нашего организма во время нахождения Луны в знаке рыбы. Что можно? А можно продукты, богатые калием, железом, йодом. Любая рыба и рыбопродукты, морская капуста, различные орехи, сухофрукты, молоко, сыры, фрукты, овощи, салаты различные. Если есть редька черная, делайте тоже, натирайте салатики, делайте с маслицем и с луком. Хорошо сейчас цитрусовые, гречневая каша, фасоль, изюм, яблоки, тыквенные подсолнечные семечки, пряности, травяные чаи. И это все время нахождения Луны в знаке рыбы. Напомню, 2 после 14 часов 2 февраля, 3 и 4 февраля. Вот нужно обратить на это внимание. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться, если вы не подписались, и оцените наш труд с помощью лайков и комментариев. А также делитесь нашим видео с теми людьми, кто вам дорог и кому вы желаете добра и благополучия. Ну а мы, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик, прощаемся с вами и желаем вам крепкого здоровья вам и вашим семьям, вашим близким. Прекрасного, хорошего вам настроения, мира вам, уюта и тепла в ваших домах. И до новых встреч на нашем канале. Пока-пока!